Откажется ли украинское государство от захваченных Россией территорий для достижения мира? Или же будет сражаться за них до последнего украинца? Обо всем этом максимально объективно ты узнаешь в моем видео. Не будем терять ни секунды. Погнали! Итак, Украина в ходе войны с Россией уже успела потерять 20% своей территории. И как показывает ситуация на фронте, не в состоянии справиться с напором русской армии. А потому в будущем, когда начнутся мирные переговоры с Россией, то вопрос об отказе украинскими властями от своих территорий может стать одним из важнейших требований России для восстановления мирной жизни в Украине. Причем не исключено, что русские могут потребовать от Украины отказ от своих территорий на международном уровне, что по сути означает потерю этих территорий навсегда. Лично я пока не замечал хорошей аналитики по этому поводу, и потому в этом видео хочу выразить свою точку зрения касательно этого вопроса, исходя, конечно же, от логики и фактов. Что я вижу в первую очередь? А в первую очередь я вижу то, что российское государство имеет явное желание забрать территории украинского государства под свою юрисдикцию. На всей захваченной территории начались строительные работы и экономическая кооперация с регионами России, а на ряде территорий Украины, как минимум еще в сентябре 2022 года, было проведено несколько референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Среди таких территорий были часть Запорожской области, вся Херсонская область, Донецкая область в рамках Донецкой Народной Республики и Луганская область в рамках Луганской Народной Республики. По официальным российским данным, в каждом из этих регионов более 80% населения поддержали вхождение родных регионов в состав России. И неважно, насколько эти результаты достоверные, они все равно влияют на многие аспекты. Например, результаты референдумов позволили закрепить аннексию украинских территорий в Конституцию России, что дает данной аннексии законное для России основание. Также это позволило укрепить политическую стабильность в России, а потому президент России Владимир Путин будет требовать от Украины уступок территорий в границах проведения референдумов, ибо ему, как длительно находящемуся во власти человеку, россияне не простят войну без приобретения территорий. Также масло в огонь подливает и Украина, которая регулярно теряет свои территории. С момента своего последнего крупного успеха под Херсоном в ноябре 2022 года. Например, недавно вооруженные силы России заняли город Угледар, который украинцы обороняли 2,5 года и значительно продвинулись на территории Донбасса. Русская армия также успешно отражает контратаки украинских войск на запорожском направлении, а год назад русские войска сорвали крайне амбициозную попытку украинцев отвоевать Запорожскую и Херсонскую области. Все эти события раскрывают нам реальную ситуацию войны в Украине, где уже нету вопроса о том, а будет ли Украина контратаковать Крым или Мелитополь. Вопрос, ребята, уже идет о том, какие именно территории Украины заберет себе российское государство, и сможет ли украинское государство в кратчайшие сроки отказаться от этих самых территорий. Именно вопрос о возможности отказа Украины от своих территорий мы обсуждаем в своем видео, и не только у нас возникает этот вопрос, ибо вопрос данного характера возникает и у влиятельных людей нашего мира. Вот лично мне очень хорошо запомнилась цитата Илона Маска. Она была сказана еще год назад, и этот человек говорил, что исход войны в Украине давно очевиден. И единственное, что пока непонятно, так это то, где конкретно пройдут новые границы между Украиной и Россией. Сам Илон Маск считает, что Украина будет вынуждена отказаться от своих некоторых территорий, но максимум территорий, которые может забрать себе Россия, это все земли до Одесской области с выходом на Приднестровье. Я хочу, чтобы ты написал в комментариях, согласен ли ты с выводами Илона Маска или нет. Вот я считаю его точку зрения довольно правдоподобной, так как все это видео, которое ты сейчас смотришь, во многом опирается на похожие прогнозы. Лично я еще давно сделал вывод, что никаких границ 1991 года Украине не светит. И чем дольше идет эта война, тем больше будет потеряно территорий и получено жертв. Я считаю, что как бы ни старались украинцы сдерживать напор русских, им все равно придется отказаться от каких-то территорий. И ввиду того, что начиная с 2014 года русских неоднократно обманывали в мирных переговорах, то я даже не удивлюсь, если украинцев заставят отказаться от своих территорий на международном уровне, если это понадобится. Ты, конечно, можешь мне возразить тем, что 72-я статья Конституции Украины гласит о том, что выход из состава Украины возможен благодаря особому референдуму, понятия о котором размыты, но это ничего не изменит, так как Конституция Украины — это устаревший документ, правила которого не всегда исполняются в военное время. Я понимаю, что у множества зрителей будут негативные эмоции и возникнут сложности в усвоении моей информации, но я же вам всем обещал говорить правду, несмотря ни на что. Вот я это и делаю прямо сейчас. Я говорю то, что очевидно, и надеюсь, что большинство людей одобрит меня лайком. Поставь, кстати, мне лайк. В этой войне на каждого из нас пытаются подействовать таким образом, чтобы
чтобы вывести на эмоции и нерациональное мышление. От нас пытается скрыть правду, провоцируя природные инстинкты. И лично я не собираюсь этого делать с тобой. Неважно то, что сейчас говорят украинские политики. Важна ситуация на фронте, которая начала постоянно ухудшаться для Украины после потери города Бахмут. Из-за этого в любой день может случиться такое, что несмотря на Конституцию Украины, многомиллионные обещания и свою личную позицию, украинские политики возьмут и откажутся от территорий на международном уровне. На данный момент нет известных украинских политиков или медийных личностей, которые публично поддерживают отказ от украинских территорий. Но все это может оказаться вопросом времени. Тем более, что в украинском обществе возникает потребность в таких людях. Неудачное контрнаступление украинских войск в Запорожской области, которое происходило год назад, по сути окончательно лишило украинцев надежд на возвращение своих территорий. Множество ресурсов и людских подкреплений было потеряно, а текущая обстановка в Украине вряд ли позволит эти ресурсы восполнить. Конечно, говорить о мирных переговорах пока рано, да и война в Украине так и остается позиционной, однако территориальный вопрос интересует многих уже сейчас и, скорее всего, будет интересовать сильнее. Как считаешь, откажется ли Украина от своих территорий или нет? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.